Сегодня, девочки, пиздец какая злая и важная тема. Я приветствую вас, мои красотки. Как дела, как настроение? Надеюсь, продолжаете обезжиривать этих сраных насекомых. Ась! Но мы начинаем, как всегда, с песни. Иду на свидание, вся в Гуччи и Диор. Хочу тебя слушать, Бугатти и мотор. Заводишь резво тачку и едем в ресторан. Закажем всю менюшку и поболтаем там. Расскажешь мне про бизнес и как гонял Дубай. Я буду долго слушать и глазки закрывай. Но вдруг сказал ты, детка, за кофе пополам. И я проснулась резко, растерянная в хлам. Прости, не поняла я, переспросила тут же. А ручки потянулись к железной арматуре. Если ты нищеброд, я ему тебя в рот. Если ты альфа-мен, будет секс без проблем. Если ты пополам, отсоси себе сам. Если платишь нам, скоро будет анал. Скоро будет анал. Байкушим нам на Альфе дает 7 пистолей. Чтоб мы не побирались, не мучили шапень. Чтоб замуж выходили мы только за миллион. А нищебродов сраных кидали всех в огонь. Я запишусь на Альфу и удалю бомжей. Не будет больше в мире халявщиков уже. Мы уничтожим бедность и будем жить все в кайф. А папочка Байкушин устроит супердрайв. Если ты нищеброд, я ебу тебя в рот. Если ты альфа-мен, будет секс без проблем. Если ты пополам, отсоси себе сам. Если платишь нам, скоро будет анал. Скоро будет анал. Если ты нищеброд, я ебу тебя в рот. Если ты альфа-мен, будет секс без проблем. Если ты пополам, отсоси себе сам. Если платишь нам, скоро будет анал. Скоро будет анал. Еще раз приветствую вас, мои хищницы. Как настроение? Давно не общались. Давайте рассказывать, кого вы обезжирили, раскубышили и расчехлили. А я, как всегда, с великолепной башкирской прической вещаю в ТикТоке, в Ютубе и ВКонтакте. Потому что Инстаграм снесли нахуй. Но, возможно, он нам и не нужен. Потому что байгужанок все больше. Давайте рассказывайте. Давайте рассказывайте. Кого обезжирили, насколько, какие денежки, подарочки получили. И надеюсь, вы уволились с работы и больше не консьержите. Потому что консьержа только тупые бабищи, которые так и не поняли эту жизнь. А женщины-байгужанки живут счастливо за счет мужиков, забирая у них денежки, машинки, квартирки, да, в собственность. Не работаю, живу за счет мужчин. Умница, красоточка. Хорошо, молодцы. Итак, поговорим сегодня на тему, почему ты все еще бедная. Поговорим? У кого из вас все еще нету в собственности ни одного домика, ни одной машинки, ни одной квартирки от мужчины? И я считаю, что ты не просто бедная, ты просто привыкла. Да? Давайте сразу договоримся.
Сегодня не будет какой-то нежной музыки. Видели, слышали, с чего мы начали, да? Байгужанский рок. Сегодня не будет свечек, пледа и фразу «ты молодец». Хоть нищая, просто вселенная готовит тебе подарок. Вселенная ничего тебе не готовит, потому что ей похуй на тебя. Спасибо, Ева. Вселенная похуй на тебя. Да? И если ты сама каждый день готовишь себе тарелку из бардака, хаоса и нищебродов, из усталости, дешевых решений, да, старых оправданий, то тебе пиздец. Я поэтому не буду гладить тебя сегодня по головке, гладить уже поздно. Да, там нужно открывать крышку, доставать старую прошивку, смотреть, кто вообще туда ее тебе установил. Поэтому твоя проблема, я считаю, не в том, что мало денег. Глубже. Ты привыкла жить так. Ты привыкла так жить. Будто нормальная жизнь это роскошь. Будто спокойствие надо заслужить. Да? Будто хороший мужчина это случайность. Будто бы хотеть многого это стыдно. Будто выбирать только себя – это эгоизм. Послать нахуй всех нищих родственников, друзей, морковных сблевышей и всяких тупорей – это вообще-то эгоизм, да. Будто бы работать, уставать консьерж, гоняться за маршрутками, постоянно быть тревожной, да. Это и есть якобы взрослая жизнь. Хуй там плавал. Хуй там плавал. Нет, это не взрослая жизнь, девочки. Это финансовый подвал, да, с постоянным или непостоянным Wi-Fi. Ты украсила свой подвал его гирляндой, да, поставила диван, назвала, ну их всех, блять, да, ну, сидишь там, как хозяйка в сырости. Сегодня, девочки, мы не будем вытаскивать тебя оттуда, из твоего подвала, да, ну, точно не ласково. Да, не аффирмациями, не через почувствуй внутреннюю вагиню, да. Богиня, которая боится открыть свое банковское приложение, потому что там хуй, понимаешь, в ладошку. Это не богиня. Это уставшая женщина с хорошим потенциалом, сломанной судьбой, сломанной системой. И прежде чем мы пойдем дальше, девочки, одна цифра. Одна только цифра. Не для красоты, а факт исследований. Внутри стран СНГ, Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Молдавия, неважно. Разница в продолжительности жизни между бедными и богатыми, то есть обеспеченными группами, достигает 10, 15, а иногда и 20 лет. Вы это услышали? Еще раз. Разница в продолжительности жизни между нищими и обеспеченными 15-20 лет разницы. Бедность это не похуже квартира, как тебе кажется, и типа без постоянного маникюра. Это годы, которые тихо вырезают с конца жизни, прямо отрезают. Через стресс, через плохую еду, да, к врачу потом, денег нет. Так что мы, девочки, сегодня поговорим не про деньги. Мы говорим про длину и качество твоей жизни. И поэтому запиши с самого начала первую фразу прямо себе в мозг. Бедность, девочки, это не отсутствие денег. Бедность это привычка жить без власти над своей жизнью. Я был бедным до 30. Я жил в деревне, у нас туалет стоял на улице. Я знаю, что такое быть нищим. Я знаю, что такое нищебродство. Я знаю, каково это быть лохом педальным. Я знаю, как это побираться. Я знаю, у меня все друзья нищеброды. Нищеброды и бомжи. Они даже не зарабатывают 300 тысяч рублей в месяц. Даже 5-7 тысяч долларов в месяц не зарабатывают. Нищеброды, пополамщики, бакланы ебаные, да, законтаченные. Не способны купить ни дом, ни квартиру, не обеспечить свою женщину, не дать детям хорошее образование типа в Гарварде. Бесполезно. Абсолютно тупые. Скоты. Итак,
Бедность – это не отсутствие денег, бедность – это привычка жить без власти над своей пиздой. Потому что деньги, девочки, это симптом, а болезнь – это хаос, да? Хаос в голове, в тратах, в желаниях, в мужчинах, в теле, в сиськах, в окружении. В том, как ты выбираешь, да, кого ты выбираешь, кого ты терпишь, соглашаешься, молчишь, называешь это, ну, я просто такая, поэтому живу с нищим Васей. Нет, ты не такая. Ты долго жила в системе, где тебе было выгодно уменьшиться, чем вырасти. И сегодня я хочу вернуть тебе размер. Привет, привет, девочки. Хочу вернуть тебе размер. Я хочу, чтобы ты разбогатела. А пока, даже если ты нищая, и у тебя нет даже Мерседеса в собственности, нету Ван Клифф, нету Роликсов, то просто хотя бы пообещай мне разбогатеть. Напиши: Байгужин, я тебе обещаю, сука, разбогатеть. Я тебе обещаю, я клянусь моим клитором разбогатеть. Просто пообещай, закинь во вселенную эту удочку. И пиши в чат прямо сейчас: я обещаю разбогатеть. А нищебродов нахуй со скалы. Так и пишите. Байгужин, обещаю разбогатеть. Молодцы. Я обещаю, Наташ, молодцы. Я обещаю, ежевика. Молодец, китаец. Молодец, я обещаю. Я клянусь, я разбогатею. Молодцы. Обещайте громче. Можешь крикнуть просто. Крикнуть в комнате: я обещаю разбогатеть. Громче! Итак, утро ебаной курвы. Знаете, да, консьержка переводится ебана курва. По-польски, по-моему. Утро женщины ебана курва, у которой украли жизнь. Утро консьержки. Многие из вас, наверное, узнают или себя, или свою маму. Будильник звонит, но у женщины в бедной прошивке он не звонит. Он предъявляет сразу счет. Она открывает глаза, еще ничего не сделала, а уже должна всему миру. Успеть заработать, отсосать нищий хуй, быть нормальной, быть не меркантильной, не сорваться, постоянно улыбаться, поторопиться, поймать автобус, быть красивой, всем удобной, все вывести. Она обязана, рабыня ебаная. Она обязана. Она должна всем. Кстати, девочки, напишите в чате, а кому ты обязана? Вот честно. Напиши честно, кому ты должна и обязана. Вот если ты сегодня соберешь вещи и улетишь из своих гребаных дюртюлей, допустим, на Мальдивы на полгода, кто будет орать больше всего? Кто будет визжать? Напишите, кому вы обязаны, кому вы должны. Если ты никому не должна, не обязана, и тебе похуй, напиши: ебала я в рот. Всем, кому было обязано. А я пока вторую чашечку кофе. Ой, обожаю кофе на вебинарах. Черный кофе. И немножко сахара. Вот столько я добавляю сахара обычно. Чуть-чуть. Вот столько вот. Чик. И немножечко милк. Молоко. Размешиваем. Чик. Обожаю просто. Кому ты обязана, кому ты должна? Напишите, очень интересно. Может быть, ты государству обязана. Мне он нравится, это ты мне нравишься. Может быть, своему ёбарю. Может быть, маман с узкими губами. Может быть, коллектором. Может быть, ты банку ебаному обязана и должна платить. Я не знаю. Может быть, ты обязана ходить на работу. Кому ты обязана? Ты всем обязана. А кто должен ей? Кто обязан ей? Тишина. И вот тут и начинается бедность.
не в кошельке, в перекошенном договоре с жизнью. Ты всем должна, а тебе как будто бы никто. И самое мерзкое, девочки, к этому же привыкаешь. Привыкаешь просыпаться не с вопросом, а чего я? И мои сиськи с вареником хотят, а чего я хочу? Не с этим вопросом ты просыпаешься, а с вопросом, что я сегодня должна потушить? Опять пожар на работе, опять начальник орет, опять маман заебала, муж нищебродский не построил дом. Пожар в деньгах потушить, пожар в отношениях потушить, пожар в теле, пожар в семейном чате, пожар в городе потушить, блядь. И ты не живешь. Ты работаешь пожарной ебаной машиной. И вроде бы сильная, вроде справляешься, но внутри не жизнь, а вечный режим ликвидации последствий. Ты что, МЧСник? Настя пишет, Денис наш пророк, спасибо. А ты что, МЧСник? Всех спасать. Напиши, девочки, а кого вы последний раз спасали? Вот честно, куда-то побежала, что-то покупала, кому-то была должна, кого-то, блядь, тушила. Вчера у меня были съемки в Дубае. Кратенько расскажу. Скоро ты на ютубе, на моем канале посмотришь этот ролик. Девочка прошла мой групповой коучинг здесь в Дубае. И познакомилась с мужчиной и переехал на виллу в собственность. Я был на этой вилле и снимал, как она живет. Ну и провел кратенькое интервью. Позадавал вопросы. Девочки, вот вы увидите ее лицо. Счастливая. Когда она просыпается в 12 часов, нихуя не делает, кайфует, дом огромный, 700 квадратов, там 750, может, не знаю, 800. 2 этажа, блядь, охуенный мужик, молодой предприниматель, 40 лет. Но ей тоже как бы не 20. Посмотрите это интервью, поймете, что она поняла. Раньше у нее такого никогда не было. Она вообще не понимала, как так можно. Она говорит, я не верила, что это может случиться. Он просто 1,5 миллиона дает ей там 1, 1,5, 2, дает ей просто вот так в месяц. Посмотришь ролик на ютубе, когда я его выложу? Сейчас смонтирую, посмотришь. Поймешь, что такое быть байгужанкой. Как разбогатеть. Как иметь все в собственности. И вот первое жесткое спасибо, Машуля, за цветочек. Первая жесткая правда про тело. Этот режим не бесплатный. За него платит организм. Знаешь как? Знаешь, чем ты платишь своей нищетой? За него платит организм. Хронический стресс. Это нет, не нервишки, нет. Это биохимия, которая медленно тебя изнашивает, рушит твой иммунитет, ускоряет старение. Нищета ускоряет старение, слышишь ты меня? Когда ты стрессуешь и работаешь, дерешься за крошку хлеба, блядь, когда ты в тревоге, ты стареешь. Поднимает риск сердечных заболеваний, диабета и онкологии. Сиськи заболевают, сука, там опухоли, черви, блядь. Женщина в режиме выживания болеет тяжелее. И стареет быстрее. Не потому что слабая. Потому что годами она как бы живет, сука, под обстрелом. Она живет под ежедневным обстрелом. А потом еще до врача доходит самое последнее, потому что денег нет. Или потом схожу к врачу, сейчас некогда, сейчас надо консьержить. А вы что думаете, это что я неправду говорю или что? Я повторяю, успешные, богатые на 10-20 лет живут дольше. А бедные болеют и умирают. Бедные — это те, кто не зарабатывает хотя бы 1 000 000 рублей в месяц. Это бедные. Бедные, нищие. Как вы можете так жить? Давайте проведем диагностику.
счет или будильник. Напишите в чат цифру от 1 до 10. Насколько ты... ТикТок меня предупреждает, что скоро вырубит эфир. Блять, как же он заебал. Идешь нахуй, ТикТок. Не хочешь эту тему, нахуй идешь. Я продолжу работать в Ютубе и ВКонтакте. Напишите в чат цифру от 1 до 10. Насколько ты устала жить в режиме «надо срочно», где 1 я спокойная и у меня все под контролем. Жапанис, спасибо. 1 под контролем. Я спокойная. 10. Глаза не успела открыть, а жизнь уже стоит у кровати с палкой, блядь, и с папкой претензий. От 1 до 10. 1. Я спокойная. Все под контролем, все ровно, денег дохуя, мужиков дохуя, все заебись. Я отдыхаю на море, мне похуй. Всю жизнь буду жить за счет мужиков и обезжиривать. А 10. Глаза не успела открыть, блядь, все мне пизда, блядь, надо бежать. 10. Настя. 8. 10. Амалия, спасибо. 10. 8. Мими. Мужиков дохуя в Арина, спасибо. Амалия, спасибо. 1. Вот, 1 есть. Ага. Тиона, 5. Тревожка есть, да. Диким, спасибо за мороженое. Так. 8, 10. 3. Пишите честно, девочки. Потому что пока ты врешь в чате, ты врешь и в жизни. А вранье себе, вы сами знаете, это первый кирпич к подвалу. Главную формулу, которую я хочу передать тебе. Бедность, запишите. Это хаос. Хаос, бардак, то есть. Без буфера. Кто, девочки, понимает слово буфер? Денис, я новая байгужанка. Ирина, я тебя поздравляю. Добро пожаловать в байгужанские ряды. Итак, бедность это хаос без буфера. Запомни намертво, о моя женщина с сиськами. Бедность это хаос без буфера. Что такое буфер? Буфер это запас. Запас денег, запас времени, запас нервов, запас здоровья, запас внимания, любви, достоинства, выбора богатых мужчин. Буфер это запас. Записали? У женщины с буфером любая проблема это для нее не проблема, а задача. У женщины без буфера, то есть без запаса, любая проблема это конец света. Расскажу вам пример. У меня было 2 Олеси. 2 Олеси и сломанный телефон. Вот представь, 2 женщины. У обеих в один день умер телефон. А телефон сегодня там и работа, и клиенты, и деньги, и все остальное. Первая Олеся с буфером, то есть с запасом. Ну что, сдам в ремонт, если сломался, да. На это время старый достану из ящика, либо пойду просто куплю новый, похуй. Данные все в облаке. Все в порядке, работаем. Полчаса и забыла. Либо просто позвонила помощнику, помощник привез новый телефон. Вторая консьержка, курва ебана, без буфера. Христос воскрес, я не кухарка, молодец. Вторая без буфера. Как я буду работать? Где взять денег? Почему это опять со мной? А если клиентка напишет, вот, а я пропала? А что, если он сейчас позвонит? Господи, за что мне это? Телефон сломался. А у нее внутри уже похороны будущего. Ну вот представь, если сегодня твоя квартира сгорит. Что там? Ну что там, девочки? Пишет Александр Иванов ВКонтакте. Вот твоя квартира сгорит. Ну что там? Люблю, Байгужин, я тебя люблю. Что будет с тобой?
У меня 5 квартир в Алании только, в Турции. И 1 пентхаус, и вилла, которую я продал. Да, и что будет со мной? Похуй. Ну, во-первых, все застраховано. Во-вторых, ничего плохого не произойдет. Ай, да ты моя хорошая. Поэтому один и тот же телефон, абсолютно разные миры. Вся разница в буфере, то есть в запасах. В пространстве между ударом и реакцией. И это не характер, это химия. У человека, который живет годами в нужде и стрессе, хронически низкий серотонин. Это биологический регулятор спокойствия и уверенности. Он на низком уровне. Низкий серотонин, девочки, это тревога, это импульсивность, это ощущение, что все против меня, мне надо выживать, денег нет. А высокий уровень серотонина – это спокойствие, это уверенность, это способность планировать и ебало в рот любые потрясения. Хоть дом сгорел, блядь, хоть что-то прилетело, поебать. Потому что денег много, запасов много, мужиков, долларов много. Внизу, вот там слой нищебродов. Вот это каста прокаженных. Вот это 90% людей в мире. Это все твои соседи, друзья, одноклассники, родители. Вот это вот каста нищебродов, у которых даже просто 500 тысяч рублей в месяц нет в качестве постоянных доходов. Каста прокаженных. Человек внизу, он становится сверхчувствителен к любому негативу. Потому что одно мелкое препятствие запускает лавину ада и говна, а помощи-то рядом нет, буфера нет, нету запасов. И мозг уходит в режим готовности к катастрофе. Ты готов к катастрофе уже. И сжигает ресурсы, которые могли бы работать на будущее. Он сжигает, заболевает и подыхает. Вот в чем ловушка. Бедность, девочки. Нищебродство, оно меняет химию мозга так, что из нее трудно выбраться. А со временем все труднее и труднее, с возрастом все труднее выбираться. Одно дело выбраться из бедности в 18 лет и стать богатой. Другое дело вырваться из бедности в 40 лет. Настя пишет совершенно верно, Денис. Одно дело познакомиться с мужчиной в 25 и обезжирить, расчехлить его на квартиру. Другое дело в 60. С каждым годом все сложнее разбогатеть. Бедность меняет химию мозга. Из этой бедности все труднее выбраться, потому что мозг абсолютно тупой и деревянный. Тебе будет все страшнее и страшнее. Ты даже познакомиться-то не можешь. Даже не знаешь как. Ты даже ко мне на коучинг прийти не можешь. Ты ни разу не брала мою консультацию. Это пиздец просто. Это нищета ебаная. А тревожный, измотанный мозг, девочки, принимает постоянно плохие решения. Как вы не понимаете, когда вы живете с бедными мужиками, и сама ты бедная консьержка, работаешь, пилишь на каточке, блядь, бухгалтеришь, работаешь постоянно в найме, ты тревожная, измотанная, ты принимаешь хуевые решения, сосешь нищебродские хуи, ты, блядь, все время в каком-то аду, в тревогах, в решениях, ты не способна расслабиться. И эти плохие решения, они углубляют яму, а яма усиливает тревогу. Колесо крутится, буфер разрывает колесо. Буфер, запомни, буфер, то есть запасы, они разрывают это колесо. Буфер, это не роскошь, это как бы броня. И для тела, и для головы. У тебя запасы есть? У тебя запасы есть? У тебя буфер есть? И ведь ты, скорее всего, годами не строила буфер. Годами не создавала запасы. Ты строила образ сильной независимой консьержки вот с такими мохнатыми яйцами. А этот образ сильной независимой женщины
отсутствие меркантильности и желания забрать все у этого мира. Где ты меркантильная, злая, блядь, ведьма? Этот образ не оплачивает твоего хирурга, стоматолога, не чинит машину, не закрывает аренду, не вытаскивает из плохих отношений. Поэтому ты называешься консьержка. Консьержка ебаная. У меня есть буфера, Настя, но нету буфера. Давайте разбираться, а где же все-таки дыра в броне? Где дыра? Напишите в чат одно слово, где у тебя самый слабый буфер прямо сейчас. Самые слабые запасы где? Напиши одно слово: деньги, время, тело, нервы, мужики, может быть отсутствие навыков, может быть окружение нищебродское, дюртюли, да, дисциплина. Давай, напиши одно слово, где у тебя самое слабое очко. Деньги, время, тело, нервы, мужики, навыки, окружение, среда или дисциплина. Дисциплина, деньги, дюртюли, я понял. Передох самый слабый, да, у тебя точно. Да, нервы, навыки, окружение. Одно слово напиши, не изображай из себя загадочную женщину. Загадочность, паттерн загадочности, он хорош на свидании. А в финансовой яме, в которой ты находишься, нужна диагностика. То слово, что ты написала, это твоя главная стройка на ближайшие месяцы. Это главный прорыв, который ты должна совершить. То слово, в котором ты сейчас, которое ты написала, ты именно там и застряла. Гульнара пишет: блять, все вместе, это пиздец есть. Если так, то это пиздец. Это пиздец. Идем дальше, девочки. Разбираем психологию твоей ебаной нищеты. Бедность, нищебродство делает женщину маленькой. Не сразу, конечно. Сначала забирает деньги, потом желания, потом забирает смелость, потом вкус к роскоши, потом осанку, потом голос. Ты даже попросить не можешь. Ты даже обезжирить не можешь на полтос, хотя полтос всегда приветствуется. И однажды женщина говорит, когда становится такой маленькой, она говорит страшную фразу. Кто слышал? Дениса, да мне много не надо. Фу. Мне много не надо. Эта фраза пиздец. Девочки, напишите, кому из вас доходилось общаться с женщинами, которым много не надо. Ей не нужны ни дома, ни квартиры, ни Ван Клифф, ни Картье, ни путешествия. Ей не нужно ничего. Эту фразу «мне много не надо» нужно распять. Ее нужно вскрывать, потому что чаще всего за ней не мудрость, а капитуляция, проигрыш. Она как бы орет, эта женщина, которая говорит, мне не нужен богатый муж, она орет, я уже боюсь хотеть. Я не верю, что мне можно больше. Я не верю, что я достойна большего. Я снизила планку, чтобы мне не было больно. Поэтому выбираю нищих. Дюртюли, сука. Я назвала бедность скромностью, отсутствие выбора духовностью, а свой страх зрелостью. Это пиздец. Это пиздец. Слушай меня внимательно. Женщина, которой правда много не надо, она спокойна.
А женщина, которая врет, что ей много не надо, она раздражается, когда другие хотят больше. Такой маркер. Ну куда ей такая сумка, орет она, Биркин за 3 ляма? Зачем ей такой мужик богатый? Зачем ей квартира лучше, 5-я, блядь, в собственность? Зачем ей бизнес-ассистентка? Затем, дорогая, потому что жизнь – это не наказание с перерывом на кофе. Потому что женщина не родилась вечным сервисным центром для чужих ебаных проблем этого мира, государства, мамы, блядь, и нищеебов. Я в ахуе. И вот тут включается главная ловушка. Если ты не признаешь свои желания, ты становишься удобной. Ты удобная для всех. И знаешь, что самое интересное? Государству надо, чтобы ты была ебаной, удобной рабой. Блять, бинго, сука, победа. Им надо, чтобы ты ничего не хотела. Им надо, чтобы ты закончила ПТУ. Потом ебаный вуз, нахуй никому не нужное высшее образование. И встала к станку за 100 000 рублей, блядь, за 2000 долларов. До пенсии тянула эту лямку. Ты удобная. Потому что удобную женщину и можно использовать без благодарности, без денег. Мужчинам удобно, работодателю удобно, государству, сука, удобно, родственникам удобно, подругам удобно, всем удобно, кроме тебя. Ты этого не понимаешь? Бай! Белим! Спасибо! Ты этого не понимаешь. И пока ты пытаешься быть хорошей для всех, ты становишься дешевой для собственной жизни и так и сдохнешь нищей. Вон Леночка к нам присоединилась. Пишет, соскучилась. А квартиру свою же отжать у мужика не может. Да и зачем нам еще одна квартира, да ведь, Леночка? Ну не надо нам квартиру. А ничего, что она дочку родила, блядь, этому упырю, который не отдает ей квартиру, блядь, которая ей принадлежит. Не будем о страшном, я буду удобная, я хорошая, не будем отжимать через суд. Пиздец. Девочки, а вы напишите в комментариях, особенно вот в ТикТоке меня интересует, в Ютубе, если бы квартира принадлежала тебе, ты бы начала бы хотя бы судебный спор, иск подала бы, чтобы отжать эту квартиру в собственность полностью, потому что там зарегистрировано 3 человека. Бывший муж, блядь, который, блядь, нихуя ничего не дает, а дочка и она. Вот ты бы начала бы или нет? А знаешь что? Победа будет за тобой. А он, блядь, не дает. Леночка, напиши что-нибудь. Давай. Вообще стыд потеряли. Вы, женщин, стыд потеряли. Вы потеряли любовь к себе. Как будто на помойке себя нашли. Вы потеряли достоинство. Вы ж должны быть меркантильными тварями. Мое мне, где еще? Я хочу, дайте все это мне, заверните, сука. Я самая меркантильная сука в мире, я хочу. Только такие с огромными желаниями женщины могут разбогатеть. Я плачу, Дениса, пишет Лена ВКонтакте. Нет, Лен, ты не платишь. Не плачешь. Ты платишь. Ты платишь за свою... Спасибо, ТикТок! Ты платишь за свою трусость. Напишите в чат хотя бы, что... Напишите, я устала быть ебаной лошадью. Напиши вот так! Я устала быть ебаной лошадью. Напиши, жапонис, шляпа новогоднюю. Напиши, я устала быть ебаной лошадью, удобной для всех. Ты когда будешь жить для себя? Скажи мне. Не для кого-то, блядь, а для себя когда? Выплюни, блядь. Этот нищебродский хуй изо рта вытащи.
Живи для себя. Как же он прав. Вот. Мудрые девочки подъехали. И тут наступает вечер. Женщина приходит домой. Она должна была восстановиться, но не восстанавливается. Она падает в ленту, в сериал, в доставку, в сладкое, в бокал вина, чтобы расслабиться, в переписку с нищером, который не дает ей ясности, но постоянно ебет ее в эмоциональных качелях. Она проваливается в разговоры с подружками, консьержками, после которых не легче, а просто шумнее. И говорит при этом: я отдыхаю. Нет, ты не отдыхаешь, ты обезболиваешься. И это, конечно, не слабоволие, нет. Это физиология загнанного мозга. Сериальчик, вино, пицца, кальян. Когда серотонин на нуле, а стресс на максимуме, тревожка, мозг требует быстрого облегчения, любого, прямо сейчас облегчения. Поэтому тянет на сахар, на бокал, на бесконечную ленту, на импульсивную покупку в маркетплейсах. Это не порок, это просто симптом. Мозг, девочки, под хроническим стрессом физически хуже умеет откладывать удовольствие. Он живет в режиме «бери сейчас, завтра может не быть». Но результат жесткий. Отдых восстанавливает, а обезболивание просто выключает боль на пару часов. После такого отдыха тебе пизда, а после хорошего отдыха утром легче. После обезболивания еще хуже, еще стыднее. И бедная нищебродская консьержская прошивка делает гениальную подлость. Днем выжимает тебя, вечером продает дешевую анестезию, утром выставляет счет с процентами. Поэтому дам тебе еще одну диагностику. Отдых или анестезия. Напиши в чат одно слово про вчерашний вечер. Напиши: отдых был, ты отдыхала, или это была анестезия. Не пиши эссе, твоя жизнь так слишком долго пишет объяснительные. Пока ты пишешь, я дам тебе задание на неделю. Один вечер провести трезво. Может быть, даже сегодня. Без ленты вообще. Хватит скроллить ленту. Лечь на час пораньше, хотя бы в 23 часа, ну, может быть, 23:30. Сходи на массаж. Обезжирь насекомыша. Купи себе платье. Или хорошие туфли, о которых ты мечтала. Пошли нахуй начальника. Увольняйся. Собирайся в путешествие. Это все на неделю. И просто понаблюдай, какое у тебя будет утро. Это и есть разница между восстановлением и наркозом. Ты должна почувствовать ее телом, а не просто поверить мне на слово. Окей? Самое неприятное, девочки, деньги любят ясность. А бедная нищебродская прошивка любит туман. Ну, Дениса, я примерно трачу. Я вроде нормально зарабатываю. Я не знаю, куда уходят бабки. Я потом посмотрю. Мне страшно открывать цифры. Дорогая моя, цифры не страшные. Страшное — это твоя привычка жить без руля. Ну, напишите мне тогда, сколько у тебя ежемесячных расходов точно
общую сумму расходов напиши. Вот я знаю общую сумму расходов моих. И по категориям. Питание, одежда, тренажерный зал, медицина, образование детям, там, квартира, машина. По категориям у тебя есть. И также напиши твои доходы. От мужиков столько, от работы столько. Конкретно, чтобы копеечка. Ты бухгалтерию ведешь? Потому что открыть банковское приложение — это не унижение, девочки. Это рентген. Рентген, он не ломает кость, он показывает перелом, который уже есть. А ты ведешь себя так, будто если не смотреть на перелом, то нога сама станет балериной, да? Не станет. Если ты не знаешь свои цифры, ты не управляешь деньгами, ты просто присутствуешь при их исчезновении. Пришли, ушли, пришли, ушли, пришли, ушли. Это не финансовая жизнь, это проходной двор. И потом женщина говорит: мне мало платят. Возможно. Но иногда правда жестче. Тебе мало платят, потому что ты не упаковала свою ценность. Ты не обезжириваешь и не раскубышиваешь. Потому что ты потому что себя не презентуешь, не умеешь себя презентовать, ты не умеешь выявлять базовые потребности мужчин, их закрывать. Ты не знаешь, что такое женщина высокой ценности, ты не умеешь манипулировать, ты вообще не байгужанка, у тебя нету всех 40 паттернов поведение успешной женщины на свиданиях. Ты не знаешь, где знакомиться, ты не знаешь, как знакомиться, ты не умеешь обижать, ты не умеешь просить, ты не поедешь к мужику, ты не понимаешь, он богатый или бедный, у тебя в голове, блядь, говнище. Ты не разрешаешь себе богатую жизнь, ты не разрешаешь себе дорогой уровень. Ты не байгужанка. Катя пишет 120 на абсолютно все. Да. Неприятно. Ну и отлично. Значит, ты хочешь остаться нищей. Кстати, есть еще одна вещь страшнее, чем не считать бабки. Это не разбираться в собственном здоровье, девочки. Есть понятие здоровая грамотность. То есть умение там понять назначение врача, инструкцию лекарства, что вообще происходит с твоим телом, уровень сахара в крови, кортизола. У людей с низкой здоровьей грамотностью риск смерти на 75% выше. На 75% выше риск заболеть и сдохнуть у всех бедных людей. Не от нехватки денег, а от того, что человек хуже понимает информацию о себе. Вот многие до сих пор не разбираются в пептидах. Ну, вы-то разбираетесь. Девочки, вы разбираетесь в пептидах? Можешь сразу назвать хотя бы 15 штук пептидов. И на что они влияют. И чем ты пользуешься. Я, конечно, еще не мастер пептидов. Но 6 пептидов уже использую. Уже. Кстати, из-за этого молодею. Худею, молодею. 6 пептидов. Все, пиздец. И все, у меня энергия, меня прет. Я доходы увеличил в 1,5 раза за последние 3 месяца. Доходы увеличил. Я начал вести коучинг, групповой коучинг для женщин. Я начал вести провокативный коучинг для мужчин. То есть обучаю, как зарабатывать в инфобизнесе, на продажах, как стать инфопредпринимателем. Я консультирую, я пишу дополнительную еще одну книгу. Библию обезжиривания, Библию манипуляций я продал. Все. Ну, может быть, будем еще печатать, не знаю, может быть осенью. Но все, Библию обезжиривания вообще расхватали, Библия манипуляций, все. Вот. Живые встречи провожу в Дубае, живые интенсивы и персональный коучинг. Ну, то есть просто посчитай, да. Просто несколько пептидов в голову и все. Две тренировки в день. 2 тренировки. Вот утром я теряю 500-600 килокалорий.
вечером 300-400 килокалорий за одну тренировку. И массаж. Массаж лимфодренажный, тайский, башкирский и спортивный. Правильное питание. Я питаюсь сейчас 2 раза в день. Обязательно салаты, обязательно добавки и обязательно мясо. Белок. Вот. За 2 месяца я потерял 10 килограмм ровно. К концу лета я потеряю еще 10 килограмм. Но у меня появились мышцы, потому что я отжимаюсь, приседаю. Короче, я занимаюсь тренером, у меня силовые растут. Тестостерон растет. Ежедневный секс, иногда 2 раза в день. Ну, до 3 раз я уже не дожимаю. Хотя в 35, конечно, я трахался по 6 раз в день. Сейчас мне 46, поэтому 1-2 раза в день. Ну ладно, чаще всего 1 раз. Ну, может быть, чуть попозже будет и 2 раза в день. Денег становится очень много. Уверенности еще больше. Байгужанок стало очень много. Многие переезжают в Дубай. Растут, обезжиривают, богатеют. Вы логику мою понимаете, девочки? Бедность – это не только пустой кошелек. Это привычка не разбираться в деньгах, в договорах, в своем теле, в здоровье, в мужиках, постоянные страхи, постоянно ловить маршрутки, жить в своем, блядь, гребаном Дюртюли, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Саратове, блядь. Понятно. Кто во всем этом не разбирается и не учится, за того жизни решают другие. Если ты во всем этом не разбираешься, за тебя решают другие. Вот это самая адская боль всех нищих. За тебя постоянно решают другие. Как тебе жить и когда тебе подыхать. С кем тебе встречаться, от какого Васи тебе рожать, на какие шиши тебе жить. И те, кто решают это, они решают, конечно же, не в твою пользу. Не в твою пользу. Вот и все. И ты не способна ни захватывать, ни забирать, ни манипулировать, ни отжимать, ни обезжиривать. Потому что тебе страшно, у тебя нет сил. Ты тупая овца. Просто это признай, что ты слабая, потому что ты не учишься. Вот и все. Ты не учишься. Почему? Я не понимаю. Ты тратишь деньги на колготки, на колбасу и на конфеты. Но не тратишь деньги на образование. Почему? Ты хотя бы слово образование напиши мне в комментариях. Напиши мне в комментариях слово образование. И может быть я проведу для тебя аудит, если хочешь. Аудит твоей жизни. Пропишем тебе план. Может быть, начнешь как-то выпутываться, вылазить из жопы. В комментариях напишите слово образование, женское образование. Свяжется с тобой менеджер, составим планы и, может быть, начнешь выпутываться. Бедная нищебродская прошивка любит маленькие радости. Не потому, что радость плохая, а потому, что большая жизнь кажется недоступной. И мозг поэтому подбирает постоянно крошки. Вот посмотри, как ты живешь. Напиши, сколько денег ты ежемесячно тратишь. Ну, на еду, например, на красивую одежду, на платье, на брендовые вещи, на золото, да, на путешествия. Ну, напиши. И ты увидишь, что ты любишь подбирать крошки. Потому что большая, дорогая жизнь тебе кажется недоступной. И вот очередная доставка платья, которое некуда надеть. Конечно, в твоих дюртюлях. Куда ты пойдешь? Богатая прошивка живет в логике. Что это мне дает? Что это мне создает?
красоту, доход, здоровье, время, связи, может быть, навык, силу, уважение к себе. Или просто закрывает хотелку. Купила на маркетплейсе какую-то херню. И 2 часа, блядь, любуюсь. Поэтому вопрос должен быть перед покупкой, девочки. Это строит мою жизнь. Я становлюсь богатой, успешной, властной женщиной. Или просто обезболивает мою пустоту и нищету. Бедная прошивка, она, знаете, она покупает эмоцию. А богатая покупает эффект. Эмоция закончилась, деньги ушли. А эффект остался. Жизнь как бы поднялась на следующий уровень. Именно поэтому дешевое, которое ты покупаешь, часто стоит дороже дорогого. Дешевые сапоги за зиму развалятся. Купишь вторые, потом третьи. И заплатишь больше, чем за одни хорошие. Дешевая нищебродская консьержская работа стоит дороже свободного времени и всей жизни. Дешевая еда стоит дороже здоровья. Дешевый нищер стоит дороже дорогого. Годами, нервами, молодостью, успехом, детьми, образованием детей. Ты думаешь, что ты экономишь, на самом деле ты платишь собой. Ты отдаешь всю жизнь. Мужчины, кстати, тоже считывают твою прошивку. Мужчина видит не только внешность. Внешность, ухоженность, женственность. Важны, я не спорю, конечно. Но мужчина, спасибо, мужчина с ресурсом, с деньгами, с властью, он считывает главное, у женщины внутри порядок или голод. Голодная женщина может быть очень красивой, но ее выдает состояние. Она не выбирает, она как бы цепляется. Она не общается, она спасается. Она не вдохновляет вкладываться, обезжириваться в нее. Она пытается вытащить компенсацию за всю свою боль. И мужчина это чувствует. И понятно, что здесь не партнерство, а фаст обезжир. Здесь финансовая и эмоциональная тревога, которую мне предлагают закрыть собой. Это гасит интерес. Потому что взрослый, успешный, богатый мужчина, собственник бизнеса, предприниматель, не хочет быть реанимацией для чужого хаоса и нищеты. Он хочет вкладываться туда, где есть высокая женская ценность, где есть мощная энергия, благодарность, легкость и внутренняя дороговизна. А внутренняя дороговизна, девочки, внутренний ценник начинается не с брендов. Он начинается с порядка. Женщина, которая знает свои цифры, знает себе цену, не продается за ужин, не встречается с нищерами. Женщина, которая знает, чего хочет, женщина, знающая свои желания и не соглашающаяся на крошки господ. Женщина, у которой есть запасы, есть буфер. Она не боится потерять случайного мужика. А значит, никогда не будет терпеть. Спасибо! Не будет терпеть никакого ебаного морковного сблевыша или любую другую жертву пьяной, сука, акушерки. Вот почему бедность, девочки, опасна в отношениях. Бедность заставляет терпеть мутных мужиков, этих обмылков и обмороков на ножках. Дешевое отношение терпит. Постоянно посмотрим. Я пока не готов к серьезным отношениям. Я не готов купить тебе даже цветы. Встречи без вложений. Ты тарелочница, ты чайка, блядь. Сожрала мой салат. Я обеднел. Ебаная коруга, блядь, карга, сука, блядь, сука. Как это может быть? Встречи без денег. Пришел на свидание, даже пятеры нет. А пятеры всегда приветствуются. Обещания, пиздобольские обещания бездействий, эмоциональная, блядь, жвачка вместо мужских ежедневных, сука, поступков по завоеванию твоего вареника. А потом женщина говорит, да, мне просто не везет.
Мне просто не везет с мужчинами. Мне просто не везет с мужчинами. Нет, ты просто не умеешь выбирать мужчин. Ты не умеешь охотиться. Ты плохая охотница. Ты выбираешь из голода. А голод выбирает плохо. Голод выбирает нищих. Вот и все. Понимаешь, что из позиции прочных запасов в твоей жизни, из позиции достоинства, большого буфера, ты притягиваешь и выбираешь другой уровень партнеров. Напиши в чат. Спасибо, дорогая, за цветочек. Напиши в чат. Я больше не выбираю мужчин из голода. И это не романтика, девочки. Это стратегия. И самое больное, знаешь, бедность передается не только через деньги, через фразы. Не высовывайся! Кто слышал? Будь проще, и люди к тебе потянутся. Много хочешь, мало получишь. Мужчины сейчас не те, все богатые воры. Нормальная женщина сама себя содержит, не рассчитывая ни на кого. Надо терпеть. Главное, чтоб не пил, не сыться и ладно, нежели богато, нечего начинать. И это, девочки, не советы. Это кирпичи. Этими кирпичами тебе строили стену вокруг твоего великого будущего. И самое неприятное, часто это говорили те, кто тебя любят. Маман с узкими губами, тетка, блядь, подружка, ебушка, бабушка, женщина, которая сама всю жизнь тащила мешки. И теперь искренне считает мешок частью женской судьбы. Они, возможно, даже зла-то тебе не желают. Не желают. Она просто не может благословить тебя на жизнь, которую сама себе не разрешила. Когда женщина из болота видит, что другая строит лестницу в богатство, то ей больно. Понимаешь, ей очень больно. Потому что встает вопрос, а может быть и я тоже могла. Две байгужанки. Одна уехала из своего сраного города. Вторая осталась. Прошел год. Разница в жизни, в качестве жизни, в здоровье, в счастье, в деньгах, как небо и земля. Одна в шелках, в богатстве, с классным мужчиной путешествует, вышла замуж. У нее большой дом, домашний, сука, персонал. Вторая так и пилит ногти. Ты, кстати, на какой стороне? На той, где пилят ногти и ловят маршрутки с автобусами. И выживают на 150 тысяч рублей в месяц. Или ты все-таки уже станешь байгужанкой. Денис, ты лучше. Спасибо. Я вас люблю, девочки. Или ты станешь байгужанкой, меркантильной сукой и начнешь обезжиривать. Люди будут завидовать тебе, когда ты начнешь расти. Я был нищим и стал богатым. Люди до сих пор не могут мне этого простить. Нищеброды мои друзья, менты, которые работали со мной в мусарне. Вы не представляете, как они живут сейчас. Это бомжи. У них нет денег, у них нет будущего. Они все больные и уставшие. Они поломанные, они в себя не верят. Им также по 46, по 50 лет. Нихуя за душой. Нихуя, ни домов, ни квартир, ни машин, ни бизнесов, ни денег, ни счастья, ни уверенности. А абсолютно тупые. Биомусор, скоты. Все мои одноклассники нищеры. Все. И они не могут мне простить мое богатство. Я долларовый миллионер. Я живу, как я хочу. Я делаю то, что я хочу. У меня домашний персонал, у меня куча помощников, бизнес-ассистентов, которые каждый день меня обслуживают. И они, завистники, могут спросить тебя, как так? Кто, девочка, это из вас уже проживал, когда ты разбогатела? Как так? Может быть, и я тоже могла. Но это вопрос с ножом.
Проще сказать, не мечтай. Тебя используют. Ты как-то изменилась, ты задрала нос. Да, изменилась. Слава Богу, изменилась. Слава Богу, изменилась. Потому что если ты не меняешься, ты консервируешься. А женщина не огурец, чтобы гордиться тем, что 10 лет пролежала в одной банке. И помни, дорогая, среда влияет не только на деньги, но и на тот самый твой срок жизни и качество жизни. Окружение задает привычки, что ты пьешь, пьешь ли ты, двигаешься ли, ходишь ли к врачу. Окружение, среда, где спорт только для богатых. Врач, когда ты уже падаешь, а бокал обязательный финал дня не просто держит тебя бедной. Она медленно тебя подтачивает. Она медленно тебя подтачивает, и у тебя все меньше и меньше сил. Скоро первые диагнозы: слабость и пиздец. И просто пиздец. Посмотрите на ваших мам, на ваших бабушек, на ваших теток. Ты проживешь такую же жизнь. Скорее всего, 95% даю, что проживешь такую же жизнь, как они. В нищете, в одиночестве, в страхах, в тревоге, в криках. Если ничего не захочешь поменять. Давай проведем диагностику. Хочешь? Кто в твоем прайме? Кто в твоей стае? Выпиши 5 человек, с кем проводишь больше всего времени. Ну, прямо напиши. Там мама, там муж, ёбарь, жених, друг, любовник, скотина. Кто там? Напиши 5 человек, с кем ты общаешься каждый день. Напротив каждого напиши, что он чаще всего делает, когда ты говоришь о больших планах и желаниях. Вот, например, ты скажешь: я хочу переехать жить в другую страну, ебала я все это в рот, буду путешествовать и нихуя не делать, стану богатой. Напиши напротив каждого, кто-то тебя поднимает, спрашивает, типа, а как ты это сделаешь? И радуется твоим шагам, подкидывает какие-то идеи. Вторая категория держит. Да ладно тебе, да не выдумывай, и так нормально, все в порядке, продолжай сосить мою залупку. Или топит, кто-то топит, высмеивает тебя, ржет, обесценивает, заражает тебя страхами. Да все бесполезно, у тебя ничего не получится, посмотри на себя, тупая овца. И посчитай. Если держащих тебя и топящих больше, то тебе пизда. И с ними, с этими упырями что-то пора решать. Напиши в комментариях: я выбираю других людей. Я выбираю людей, которые меня не топят, которые меня поддерживают, которые меня любят, которые желают мне хорошего, которые не удавятся, блядь, за салат, за тарелку оливье или греческого салата, не удавятся, а скажут: заказывай мясо, дорогая, заказывай больше, вот тебе цветы, вот тебе мое уважение, вот моя любовь, вот тебе мой дом, вот мои ключи от рая, вот мне... Вот теперь эти деньги твои. Выбирай других людей. Два словаря. Словарь нищих — это подвал. И словарь богатых — верхний этаж. Кстати, напиши, ты где сейчас живешь? Ты в подвале или на верхних этажах? Ну, понимаешь, да, кто такие верхний этаж? Богатые люди. Бедная прошивка говорит одним языком. Дорого.
Да куда я полечу в Дубай? Страшно. Как я познакомлюсь с миллионером? Поздно. Это не для меня. У меня не получится. А вдруг? А у меня нет времени. Потом как-нибудь. Я устала. Мне бы просто спокойно консьержить дальше. Я люблю свою работку. Девочки, записывайся на каточки. Я люблю дёртюли, блядь. Это язык подвала. Я люблю нищих. Мне не нужны богатые мужчины. Я хочу любить нищих, потому что это настоящая любовь святая. В подвале, понимаете, там они не строят, они там выживают. А богатая прошивка говорит иначе. Как? Она говорит, а как? А через кого? А какая стратегия, блядь? А какой ресурс нужен? Какой навык поднять? Кого раскубышить? Какую цену я плачу за бездействие? Что я перестану терпеть? Как мне разбогатеть? Где мой богатый хуй? А кто уже из байгужанок это сделал? А что я сделаю сегодня? Как записаться на коучинг Байгожина? Заметь просто разницу. Ну, заметь. Бедная ставит точку. Я не могу. Богатый открывает дверь и говорит, пока не могу, а что должно измениться, чтобы смочь? Вся разница в одном слове «пока». Оно вытаскивает из могилы. Спасибо, my favorite. Спасибо, красотка. ТикТок меня балует подарками. Я не умею создавать, я не умею обезжиривать богатых мужчин. Пока. Я не умею выбирать достойных парней. Пока. Я не умею быть дорогой. Пока. Я не умею жить в порядке. Пока. Я не байгужанка, а овца ебаная. Пока. Понимаете? Слово «пока» все решает. Напишите в чат слово «пока». Девочки, а вы когда собираетесь ко мне на коучинг прийти? Ну, на персональный коучинг, понятно, у тебя денег нет. Хотя бы на групповой. Напишите честно. Ну, в каком месяце? Ну, знаете, у меня через неделю старт группового коучинга. Кто из вас планирует начать заниматься со мной, обучаться? У меня лично, потому что групповой коучинг веду я. Хотя бы на месяц возьми. Да, это онлайн. Групповой коучинг проходит онлайн, конечно. Там будет группа человек, может быть, 20-25 байгужанок с опытом и не очень, с разных стран, абсолютно разные страны. Я запускаю его уже через неделю. Собираемся и начинаем работать. Там будут разборы, мастер-майнды, обучение, четкий план, конкретно что тебе делать. Я лично буду тебя сопровождать, вести за руку. Когда собираешься? Если вдруг собираешься, напиши мне в комментарии, напиши мне в личку, в директ. Хочу на групповой коучинг онлайн. Если нужна консультация, то можешь просто написать, нужна консультация. Консультирую на следующий день после оплаты. У меня есть 30-минутные часовые консультации. Кстати, вы знаете, у меня новость. Я начал работать на американский рынок. И у меня пошли первые клиенты. Ролики на YouTube я стал переводить на английский язык. Пока перевел всего лишь несколько роликов. Этот, возможно, тоже переведу на английский язык. То есть в YouTube есть, если ты нажмешь на кнопку, там есть выбрать несколько дорожек. То есть русский язык можно выбрать, английский язык можно выбрать. Вот в данном случае я перевожу. Вот. И, завел там TikTok, Instagram на английском языке. И любопытно, что уже пошли заказы. Клиентки. Да, правда, цена в 2 раза дороже. Они платят в 2 раза дороже. Вот. Потому что для них это очень маленькие деньги, которые я беру за консультации. Так что очень скоро я полностью перейду на английский рынок. Это охуенно. Американцы. Потом будут испанцы, испаноговорящие. Потом, скорее всего, индусы. Индусы тоже просят. Надо же. Как влюблять и обезжиривать мужчин? Индусы.
Но голддиггерши в Америке очень хороши, мне нравятся. Но там тоже есть проблемы, которые мне нужно будет решать. Итак, 6 запасов или 6 буферов женщины, которые выбирает верхушка богатых. Я дам тебе систему. Не лозунг, систему. Тебе нужно построить 6 буферов. Первый буфер – деньги. Не миллион на карте. Сначала просто ясность. Сколько приходит, сколько уходит, куда, какие, да, деньги. Долги. Какая цена твоего часа, да. Сколько стоит твой поцелуй, да, ну, то есть цена твоего времени. Сколько стоит взять тебя замуж, сколько взять тебя на Мальдивы, сколько стоит, да, с тобой встречаться. Ну, короче. Сколько стоит твой нормальный месяц, да, и какие у тебя четкие желания, какие у тебя доходы и расходы, сколько ты хочешь в месяц создавать, да, на полное содержание и обеспечение. И пока ты не знаешь и не прописала, то ты не стратег, ты пассажир в машине без водителя, а это пиздец, ты разобьешься. Это первое. Второй буфер, это время. Нет времени, значит, твой день оккупирован чужими проблемами, чужими просьбами, тревогой, бытовыми какими-то липучками, нищерами, да, мужчинами, блядь, парковными с блёшами, этими гнидами ебаными, да, без денег. Потом лентой скроллишь Инстаграм, сериальчики тупые, да. И свободное время, пойми, оно не появляется само. Его отвоевывают. Третий пиши, тело. Тело – это не приложение к башке, как ты думаешь, это твой банк энергии. Нельзя строить дорогую жизнь на дешевом сне и дешевой нервной системе, которая уже точно плохо работает, которая кричит от каждого уведомления. Уставшая женщина выбирает хуже, не выспавшаяся соглашается быстрее, тревожная путает страсть с качелями, да? И помни про годы жизни. Тело это не про красоту, это про срок. Тело, девочки, очень важно. Тебе нужно вбухивать очень много денег в здоровье. Потому что лет 10, девочки, надо еще прожить. Чтобы потом мы жили еще лет 100. Каждая. У меня оказался женатик, как с ним быть? Обезжиривать. Женатики обезжириваются на квартиры и машины сразу. Смотри, какой город, если Москва, Киев, Алматы, то хотя бы выходи на 800 тысяч, на миллион рублей в месяц. В Дубае еще будет выше. Если ты где-нибудь в Саратове, хотя бы 300 тысяч в месяц. Дюртюли, бутылку парного молока. Четвертый буфер – это навыки. Мир не платит тебе, и ты не обезжириваешься за то, что ты хорошая с сиськами. Это жестко, девочки, но полезно. Мир платит только за ценность. Еще раз, мир платит тебе за ценность, которую ты создаешь. Что ты умеешь? Какой результат создаешь? Какие базовые потребности мужчин знаешь и умеешь закрывать? Умеешь ли ты? Бла-бла-бла. Все, девочки, должна знать. Как закрыть потребности в самооценке, в эмоциях, в детях, в сексе, в быту, в дружбе. Блять, должна разбираться, какой мужчина, где познакомиться, как подкатить, как завербовать. Все байгужанские знания об НЛП должна знать. Как поднять ему настроение, как уничтожить, как сбить его корону, как стать женщиной высокой ценности. Должна все это знать. Потому что с тобой, богатому человеку, должно быть и дороже, и лучше. Если женские навыки в тебе не растут, ты остаешься на уровне говна. На уровне нищеров, которые сейчас пишут всякую хуету в комментариях. Пятый буфер. Пиши. Девочки, специально Спасибо, красотка, my favorite. Зацелую тебя за колечко. Пятый. Это буфер, пятый буфер это среда, то есть окружение. Люди, рядом с которыми стыдно
деградировать. Еще раз, тебе нужны люди, рядом с которыми стыдно деградировать. Посмотри на твоих соседей. А кто твои соседи? Кто они по профессии? Юляш, спасибо за цветы. Кто они по жизни? Ну, посмотри на своих соседей. Сколько они зарабатывают? Успешные ли они, богатые ли они, или нищеры? У нас у байгужанок есть чаты, там классные люди. И шестой, ладно, шестой не буду говорить. У меня есть еще 7 шагов выхода из подвала, из нищеты, 7 шагов. Я дам тебе его, наверное, на коучинге, да? Напишите, девочки, хочу на коучинг. Дам тебе подробный план, как байгужанки богатеют. Как выйти из этого подвала, из этой нищеты. Ну, если ты, конечно, хочешь. Если тебе похуй, то не пиши. Если хочешь разбогатеть, напиши «хочу на коучинг». Я буду тебя ждать. И все реально получится. Спасибо, красотка! Спасибо, мои любимые. Спасибо. Я этому обучаю. Я знаю все, как разбогатеть. Я сам был бедным и разбогател. И теперь байгужанки тоже реально богатеют. Что такое богатство? Я уже говорил сегодня. Девочки, что такое богатство? Ну-ка, напишите в комментариях. Я говорил в самом начале. Что там? Про буфера, блядь. Напишите. Девочки, я вас очень люблю. Пообещайте мне разбогатеть. Становитесь байгужанками. Любите только себя. Ложите большой, блядь, болт на общественное мнение. Радуйтесь, наслаждайтесь и спасайте своих детей. Спасайте своих детей. Вы понимаете, о чем я. Не позволяйте никому их убивать. Я вас очень люблю. С вами был ваш отец-основатель великого движения Байгужан, содержан по всему миру, Денис Байгужин. Напиши в комментариях, как тебе вебинар, какие выводы ты сделала. И, кстати, этот вебинар, я думаю, надо переслать, посмотреть твоему нищеброду. Кстати, что он скажет? Может быть, хоть чуть-чуть, блядь, мозгов прибавится. Я вас люблю.